Рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Раиса Демидова. Я главный мастер и основатель студии ручного авторского кружева Delays. Мастер-класс «Толстушка» – это уроки по вязанию крючком из толстой пряжи в технике стилизованное под ирландское кружево. Этот мастер-класс отлично подойдет для любого уровня владения крючком. Берете вы крючок в руки в первый раз или вы уже опытная вязальщица, у вас получится. Сегодня предлагаем познакомиться с бесплатным уроком из вводной части нашего мастер-класса. Если вам понравится видео, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые бесплатные уроки. Также будем рады вашему лайку и комментарию. Подробную программу всего мастер-класса вы найдете в описании под видео. Приятного творчества! Добрый день! Сегодня предлагаю связать вот такой мотив: левый и правый малые листики. Это простой уровень сложности, вяжется на цепочке из воздушных петель, рельеф достигается за счет обвязки горячим шагом. Данные мотивы, они входят в комплект листиков, разработанных специально для данного изделия, так как все мотивы в данном изделии у нас имеют общую стилистику и являются абсолютно все симметричными. Левый и правый листики. Ссылку на схему и PDF к данному мотиву вы можете найти в описании под этим видео. Итак, приступим. Берем пряжу 240 метров, 100 грамм и крючок номер 3. Делаем установочную петлю. И далее набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3. Мы связали цепочку из 16 воздушных петель. Далее во вторую петлю от крючка вводим крючок и провязываем столбик без накида, в следующую петлю столбик без накида. Далее в каждую петлю провязываем 2 полустолбика, 1 полустолбик, 2 полустолбик. Далее мы провязываем в каждую петлю по одному столбику с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6. Далее мы провязываем из одной петли 2 столбика с накидом. И так 4 раза. Так, из одной петли 1 столбик с накидом. Из этой же петли 2 столбик с накидом. 1 раз провязали. 1 столбик. 2 столбик. 2 раза провязали. С следующей петли 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 раза провязали. Далее 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 4 раза провязали по 2 столбика с накидом с одной петли. Далее вот у нас остается одна петля. Мы из нее провязываем 7 столбиков с накидом. Тем самым закругляем наш листик. Семь столбиков с накидом. Подтягиваем. И далее, пряча наш вот этот хвостик от начала вязания, в полотно укладываем его вдоль цепочки из воздушных петель, провязываем 2 столбика с накидом с одной вершиной. Посмотрите, 1 столбик с накидом из одной петли,
Мы его, не довязывая, оставляем. Опять накид на крючок из следующей петли. Также провязываем столбик с накидом, не довязанный. На крючке остается 3 петли, их провязываем все вместе. Так мы провязали 2 столбика с накидом с одной вершиной. И также провязываем далее 4 раза. 1 столбик с накидом, не довязанный. Из следующей петли 2 столбик с накидом, не довязанный. Далее все 3 петли на крючке провязываем вместе. 2 раза провязали. Еще раз. 1 недовязанный. 2 недовязанный. Все вместе. 1 столбик с накидом, не довязанный. Из следующей петли 2 столбик с накидом, не довязанный. Все 3 петли на крючке вместе провязываем. Итак, мы провязали 4 раза. Хвостик наш можно маленько подтянуть. Далее провязываем 2 столбика с накидом по одному столбику из одной петли. 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Далее провязываем 2 полустолбика. 1 полустолбик и 2 полустолбика. Хвостик мы вот все еще завязываем. И далее нам остается 2 столбика без накида. 1 столбик без накида и 2 столбик без накида. Провязали. Подтягиваем. Основа нашего малого листика готова. Далее делаем одну воздушную петлю подъема и по кругу в обратном направлении мы вяжем ряд рачьим шагом. Вставляем крючок в первую петлю справа, подхватываем рабочую нить слева направо, сверху вниз, вытягиваем ее на себя. 2 петли вот так вместе подтягиваем и провязываем вместе. Рачий шаг, он точно такой же столбик без накида, но только вяжется в обратном направлении. Так, еще раз обратите внимание, в первую петлю от крючка справа мы вводим крючок, вытягиваем рабочую, подхватываем рабочую нить слева направо, сверху вниз и вытягиваем. Подтягиваем все 2 петли на крючке вместе, вот их 2 петли на крючке у нас, и провязываем их вместе. И так далее вяжем по кругу. Каждую петлю провязываем по одному столбику рачьего шага. Обвязка рачьим шагом нам дает дополнительный объем. Каждую петлю провязываем по одному столбику рачьего шага. И осталась вот одна петля. Все, провязали. Теперь обрезаем рабочую нить, вставляя небольшой хвостик, вытягиваем ее и вводим крючок с изнаночной стороны в первую петлю. Подхватываем нашу рабочую нить. Тем самым, смотрите, вот у нас ряд рачьего шага закруглился, и не видно, где начало, где конец. То есть будет работа выглядеть более аккуратно.
разворачиваемся на изнаночную сторону и просто запрятываем наш хвостик в толщу. Можно провязать вот еще одну петлю и спрятать хвостик вовнутрь рачьего шага. Он такой достаточно объемный, и туда хорошо можно запрятывать хвостики. Наша цель, главное его спрятать, чтобы у нас в процессе эксплуатации изделия, в процессе носки, стирки наши хвостики не выглядывали. Все, мы спрятали. Вот лицевая сторона мотива, правый малый листик готов. Приятного вам творчества!